Добрый вечер, уважаемые друзья. Сейчас, одну секунду, я поделюсь этим видео у себя в Фейсбуке, и мы начнем с вами обсуждать, что же интересного происходит в нашей молдавской политике. Так, и в группы, и все есть. Итак, друзья, мы начнем с того, что начнем с Шора. Его было опять много на этой неделе. И что интересно, кстати, его обычно, знаете, как много его этих партий, они создают какие-то, генерируют информационные шумы, а самого его как раз не очень заметно. Но в этот раз по-другому, в этот раз Шора было больше. Он там по Москве бегает, дает интервью разные, рассуждает, что-то записывает какие-то видосики. Ну, знаете, что я понял? Что, видимо, Шор осознает, что после всего вот этого, он сможет жить только в России. И, видимо, уже сегодня он понял, что ему не важно уже, не нужно заботиться ни о чем. То есть ни о репутации, ни о адекватности своих высказываний, ни о том, как подбирать аргументы, чтобы они выглядели правдоподобно. Ничего не важно. Важно сегодня угодить Кремлю, потому что сегодня его стартап – это заработать на серии выборов, которые идут в Молдове. Он может заработать очень много, то есть реально этих денег, если вести более-менее скромный образ жизни, не шиковать, может хватить даже не на одно поколение. Но я не знаю, с каким размахом он привык жить, так я понимаю, что с большим размахом ему может не хватить. В любом случае, сейчас он очень активно делает разные заявления. И вот серия заявлений, от которых я, честно говоря, просто слегка прифигел, я думаю, что вы тоже. Я только некоторые из них вам зацитирую, чтобы вы просто понимали масштаб, чего он начал говорить. Например, он говорит: как только границы ЕС откроются, страну покинут все, кто сможет. Нас ждет судьба прибалтийских стран, откуда люди уезжали семьями в поисках лучшей жизни. Это станет началом конца молдавского народа. То есть, видимо, сейчас границы у нас закрыты. И вот должно что-то произойти, возможно, референдум Майя-Санду, а может быть, мы вступим в Евросоюз в ближайшее время, и границы откроют. И вот как только прямо, знаете, на границе откроют, там ворота такие, знаете, большие, металлические есть, их откроют, все, сразу все уедут. Семьями прямо все бросят, и вся Молдова уедет. То есть, значит, вот эти 30 лет мы не уезжаем никуда, а вот все ждут, когда нас примут в ЕС, и тогда сразу все уедут в Европейский Союз. Вот что значит, когда не живешь в Молдове уже много лет, и раньше, наверное, когда жил, он-то наверняка путешествовал по израильскому паспорту, и, видимо, просто не в курсе человек, что у нас, в общем-то, из Молдовы люди уезжают, как минимум 20 лет точно, вот с тех пор, когда нам разрешили, сначала уезжали, делали приглашение в Европе, потом начали делать румынские паспорта, и половину населения сделал их, и уезжают по ним, и потом нам вообще Европа открыла границы, и въезжайте на здоровье, и, в общем-то, все и ломанулись. Но Шор говорит: нет, вот что-то произойдет, и тогда все уедут. Еще Шор говорит: к нам в Молдову хлынут беженцы. Страна должна будет исполнять обязательства перед ЕС по их приему. И это далеко не наши соседи. Сюда приедут все, кто не нужен Западу. У нас появится гетто. Видимо, там будут бегать черные парни с пистолетами. И неизбежно вырастет преступность, говорит Шор. Это окончательно обрушит нашу экономику. Ему хватило ума не сказать, как Воронин сказал о том, что у нас начнут рождаться черные дети. Это ж с точки зрения Воронина это ужасно. Как же черные дети? Они же не белые. Может, тогда Шор огласит весь список желательных мигрантов и нежелательных. Просто, чтобы мы знали, а то мало ли кто у нас желательный, а кто нежелательный, кто правильный. Видимо, с России желательные мигранты. Пожалуйста, добро пожаловать. Они же постоянно переживают, что нет у нас прямого рейса. На чем россиянам прилететь и потратить свои сотни миллиардов долларов тут в Молдове? Просто тогда объясните, кто нежелательные. Вот, например, казахи. Казахи – это желательные или нежелательные? А армяне, вот, например, из Карабаха армяне, желательные или нежелательные? А курды? Просто весь список, пожалуйста, огласите. Или что придется черепа мерить, носы замерять, то есть, чтобы понять, кто правильный, кто неправильный. Далее он говорит: взлетит стоимость газа и электроэнергии. Как это произошло в Европе? То есть, оказывается, понимаете, 2 года назад, когда взлетела в Европе стоимость газа и электроэнергии, у нас этого не было. У нас там мы по-прежнему советские там платили 15 копеек или сколько там. А вот когда нас в Евросоюз примут, сразу взлетит газ в цене. Я вот честно, я не понимаю, это он для кого вот это все рассказывает? То есть, что вот вступление в Евросоюз вызовет какие-то ужасы, которые, в общем-то, уже у нас
пошли и прошли. То есть, кстати, уже цена упала обратно и в Евросоюзе тоже, и потом и у нас. То есть это, вот, его это вообще не смущает. Или он просто это говорит для российской аудитории, то есть ему вообще даже в принципе пофиг, что в Молдове по этому поводу думают, о том, что он там рассказывает. Да, и да, еще говорит дальше, говорит, парады ЛГБТ станут нашей реальностью. Смена пола, однополые браки, ювенальная юстиция, все это наводнит страну. Вот прямо наводнит вообще тут... Ну, кстати, тут он немножко не дорабатывает, потому что надо говорить, что не просто наводнят, а всех заставят стать геями. Сразу вот при вступлении в Евросоюз моментально будут ходить по улице полиции и проверять, кто гей, кто не гей. Надо будет с собой носить специальные видео, доказательства, чтобы показать, вот, смотрите, все нормально, как все. Да, но как в Польше, как в Румынии должен говорить. Ой, там нету этого. Вообще там их с однополыми браками как-то не очень проходит. Ну, это же не важно. Главное напугать молдаван, что сказать, все, всех сразу запишут в геи и без доказательств не будут выпускать. Либо будут доказывать это прямо на месте. Ну и шоровские депутаты потребовали аннулировать результаты ноябрьских местных выборов, ну, которые вот полгода назад прошли, когда их не допустили, почти всю команду Шоров, потому что они попадают под санкции, их вот как бы вычеркнули, то есть сделали как бы внутренний санкционный список. Так вот, Таубер говорит, как и обещали ранее, мы инициировали юридические процедуры по аннулированию результатов ноябрьских всеобщих местных выборов 2023 года. Так, в Центральную избирательную комиссию подано заявление об отмене актов, подтверждающих результаты выборов. Логично, говорит Таубер, что они должны быть признаны недействительными, учитывая, что тысячи людей не смогли баллотироваться из-за ограничений, введенных ПАС. Ну, звучит, конечно, да, страшновато, потому что почему эта история произошла? То есть им было запрещено всем участвовать. После этого они подали в Конституционный суд, и Конституционный суд вынес решение, что это не соответствует Конституции, то есть как бы снят запрет на участие для них дальше в выборах, которые будут после этого, для всех членов этой пророссийской партии ШОР, которая сама партия по-прежнему остается признанной вне закона. Вот бывший глава ЦИК Чекан по этому поводу сказал, что это нельзя воспринимать всерьез, ее слова. Таубер говорит, что касается отмены выборов, здесь надо сказать, что любой студент-юрист знает, что решения Конституционного суда имеют прикладное значение для будущего. Они не распространяются на действия, которые уже имели место в прошлом. Ну, короче, да. Ну, хотя, с другой стороны, знаете, учитывая, сколько денег у Шора и сколько мы знаем про наши всякие суды, кто его знает, все может быть. Но, в принципе, скорее всего, нет. Но, тем не менее, конечно, они будут пытаться, потому что они всегда не упускают возможности что-то такое попытаться сделать. Кстати, еще интересная новость про Шора, перед тем, как перейти к другим нашим игрокам. Экс-секретарь партии ШОР дала показания против них, против своих бывших коллег. Заявила о том, что протестующим платили от 200 до 400 леев. Ну, вот тех бабушек, которые они привозят на протесты. Об этом сообщает Молдова Либера. Бывший секретарь партии ШОР, которая отвечала за отделение партии в Кишиневском секторе Рыжкановка, была заслушана 16 апреля в качестве свидетеля на судебном процессе по делу о незаконном финансировании, признанной ранее неконституционной партии ШОР. Она рассказала, как получала деньги на оплату протестов, как ее ограбили и почему она обратилась за государственной защитой. Ну, я вам напомню, мы с вами, кстати, это обсуждали ранее, что Драгалин рассказывала о том, что многие задержанные по этим делам о незаконном финансировании политических организаций, они, чтобы перейти из статуса подозреваемого в статус свидетельства, дали показания на своих шефов. В общем-то, ну, по ходу там потихоньку дело начинает разматываться, и многие из команды Шора хапнут больших-больших проблем. Большинство из них уже знают, то есть они понимают, о ком идут речь, но кто-то еще, может быть, не знает, потому что продолжаются собираться доказательства, продолжают собирать какие-то объективные данные и, в общем-то, разматывают их потихоньку. Ну, тут стали выходить совсем уже какие-то персонажи. Так, давайте я гляну. Дело в том, что у нас модератор есть, так что я приветствовать сегодня... даже есть... у нас даже есть по именам. Я хотел сказать, что не буду вам говорить, кто с нами, а модератор сегодня перевыполняет план. Окей, с нами сегодня Хартоп, Рыбница, Бельцы, Москва, Бендеры, Нидерланды, Кишинев, Бухарест, Прага, Болонья, Афины, Майами, Телецентр, Старая почта, Амстердам, Кацелень, Штефанводы, Бехренешт, Флорешты, Лондон, Роверетта, Сан-Марино. Сан-Марино, Шалдонешт, Испания, Единцы, Италия и другие. Давайте, вот есть первый вопрос. Андрей, прокомментируйте.
тут в Гагаузии депутаты обратились к Санду и в парламент, чтобы те прекратили антигагаузскую деятельность. Как оказывается, Башкан Женя Губы отнимает наш суд. Как сказала Башкан Женя Губы, они отнимают наш суд и переводят в Кагул. Ну, там не только у вас это происходит. У вас они сегодня обратились в парламент, чтобы сделать русский язык языком межнационального, то есть, ну, как бы, типа, как второй полугосударственный или государственный, я так и не понял. Все идет по плану, по их плану. То есть план заключается в том, чтобы максимально нагнетать отношения между центром и регионом, чтобы подводить, ну, они ждут, что наши, ну, их, придут поближе к Молдове, и тогда они скажут, нас тут притесняли, нас тут не разрешали, гагаузам нам не разрешали говорить на нашем родном русском языке. Да, при том, что в Гагаузе нет ни одного учебного заведения, которое работает на гагаузском языке. Как вам такое? То есть для гагаузов русский – это главный основной язык. И вот они обратятся к Путину, видимо, в какой-то момент: «Спаси, царь-батюшка, забери нас вместе с куском Молдовы к себе». И поэтому вот это вот все, что происходит там, это делается именно с этой точки зрения, потому что никаких рациональных объяснений всему, что там происходит, нет. То есть это не в интересах простых жителей автономии, это в интересах политиков, которые специально потихоньку подготавливают почву для разрыва. И самое, знаете, печальное, что в Кишиневе, я об этом говорил, с многими, когда на эту тему говоришь: слушай, ну там такое творится, ну вот смотри, хотят оторвать. Говорят: да пофиг, да пусть забирают. Да, даже с землей. Это очень, это неправильно, это очень грустно и глупо, и еще более глупо со стороны тех, кто внутри Гагаузии реально думают, что они могут отделиться и жить припеваючи. То есть, ну, это вообще, конечно, полный бред, малюсенькая автономия с небольшим населением, и тем более, если предположить, что Россия не войдет в Одесскую область, а я уверен, что этого не произойдет, то отделиться куда? То есть стать каким-то внутренним анклавом внутри Молдовы, который уйдет в Евросоюз, а вот там будет Советский Союз. Это как вообще? Поэтому это все печально. Ну да, вот давайте вернемся к тому, о чем я говорю. Ну сейчас давайте еще один вопросик. Добрый день, Андрей. Что скажете про гербовый сбор? Это народное или антинародное решение правительства? Государство начинает путь к лишению граждан отстаивать свои права. Ну, если вы имеете в виду то, что вот давно еще ввели это, еще в прошлом году за подачу в суд надо там платить дополнительные какие-то деньги. Ну, знаете, это вопрос такой, как бы, а что, бесплатно надо? Суды-то работают, там много людей, там это тоже, почему государство должно только на это тратить? Наверное, есть какой-то смысл в этом, да? Другое дело, что, может быть, надо продумать какие-то механизмы для тех, кто не может, но кому нужно суд по объективным обстоятельствам подать на кого-то в суд, чьи права были ущемлены. Потому что, например, в судах есть практика, предоставляют, это железно, работают бесплатного адвоката. То есть по любому поводу, даже если у вас есть адвокат, но он не приходит регулярно, вам дадут бесплатного адвоката на месте. Это же работает. Там есть бесплатные переводчики на русский язык во всех судах. То есть по любому вопросу можно, кто не понимает по-румынски, можно позвать переводчика. Ну вот с этим сбором, если я правильно понял ваш вопрос. Ну, давайте вернемся к нашим политическим товарищам. Это прямо вот, знаете, что-то вот я вам как бы рассказал то, что там Шор говорит в Москве, но есть у нас персонажи гораздо, даже не знаю, как сказать, одиознее, наверное, да, вот, наверное, подходящее слово одиозный, потому что вообще какие-то странные вещи вытащили вот из нафталина Юрия Ивановича Рожку. Помните, такой был когда-то в 90-е предводитель националистов, Народный фронт, за Молдову, Румыния Мари. Потом он стал неожиданно пророссийским. Хотя, кстати, и когда он был прорумынский, ходили слухи, что товарищ-то как бы с Москвой связан, плотно. Но не верили патриоты. Говорят: нет, наш он румын, патриот. Да, сейчас он любитель пророссийского Дугина, вот этого идеолога русского фашизма, ну и всяких вот шизоконспирологических теорий. И вот он преподал урок, как правильно нести дичь всем молдавским политикам, то есть вот и в Шору в том числе. Подожди, Илон Миронович, сейчас я тебе расскажу, как можно отжигать. Так вот, например, этот бывший вице-председатель парламента Юрий Рожко прокомментировал перепись населению, которая вот сейчас
проходит в эти дни. Что он говорит по этому поводу? То есть понятно, что тут какая-то должна быть конспирология. Может быть, они по переписи хотят узнать, где пропускать химтрейлы, чтобы отравить население, или куда направлять лучи 5G. Я ждал чего-то такое, и я не ошибся, примерно такое и было. Ну, во-первых, он сказал, что эти вопросы не писали в Молдове. Он говорит, это самое важное, что нужно понять. Вот вообще, хотите знать про референдум? Эти вопросы не написаны в Молдове. Их скинули из внешних центров влияния. Но дальше самое интересное. Что же эти центры влияния? Он говорит, скорее всего, это ООН. ООН. То есть ООН это... Кажется, они правят миром, понимаете? Мы-то думали, что эта организация ничего, кроме озабоченности по разным вопросам, не может сделать, а вот они прямо миром правят. Вопросы рассылают какие? А ну спросите у молдаван, там, где ты спал с 7 на 8 апреля? ООН хочет знать, да. Хотя я тут немножко удивлен, честно говоря, потому что, ну, про ООН я давно уже не слышал. То есть, нет, были такие там 80-е годы, что вот ООН это такое прямо мировое правительство, они плохие такие вообще. Да, но как-то я думал, что Рожко он более продвинутый, что он должен сказать, что это НАСА, например, или там, ну, там обычный набор, там, масоны, рептилоиды, там, ну, какие-то там анунаки хотя бы, ну, блин, ООН. Ну, банально как-то, немножко разочаровал меня, честно скажу. По его словам, эта перепись тесно связана с всеобщей экспроприацией, которая должна произойти до 30 года, уточнив, что поэтому происходит опись имущества. Поняли? То есть у нас переписывают имущество, и потом будет всеобщая экспроприация, то есть у всех все заберут. Поняли? Мне просто вот интересно, что он Жан не раскрыл тему, чтобы объяснил, заберут и что сделают. Вот заберут мой холодильник, его отдадут ООН или в НАТО хотя бы, а может и вывезут к себе туда, на планету Нибиру. Да, нет, знаете, я очень толерантно отношусь к разным дурикам, конспирологам, которые там всякие такие вот завернутые теории продвигают. Почему нет? Каждый имеет право верить в что угодно. У нас свободная страна. Но непонятно, зачем вот это вот все вытаскивать в политическую тему, то есть как бы дебаты на телевидении про политику. И вот начинаются вот такие вот какие-то 5G. И, ну, ладно, допустим, когда это его, вот то, что я вам цитирую, это все происходило на спутнике, если я не ошибаюсь, и, ну, это помойка, которая работает полулегально в Молдове, поэтому тут как бы... Да, могут себе позволить любую дичь. Хотя его цитируют вот эти всякие вещи даже депутаты парламента, тот же Сырдя, например. И вот это уже гораздо хуже, потому что, ну, знаете, так или иначе у них есть какая-то своя аудитория. И вот, ну, стоит ли людям засырать мозги всякой конспирологией? Я думаю, что нет, тем более фейками откровенными, что, понимаете, у нас будет экспроприация. То есть вы не покупаете ничего, не покупайте недвижимость, не покупайте машину, потому что ООН придет и все заберет. Юрий Иванович знает. Да, ну давайте вернемся к другому товарищу. Сейчас, одну секунду. Это... Да, это я уже видел. Дадон Игорь наш Николаевич. После долгого невыездного периода, он же сидел, там у него суды были, там у него уголовные дела, притом очень серьезные, включая измену родине. Но в Молдове так можно, то есть он получил возможность выезжать за границу легально. Подумаешь, со статьей «Измена родины», почему бы не погулять? Вы представляете, допустим, ну, измена родине вообще в мире считается по тяжести как какое-то массовое убийство. Так, обычно сроки примерно сопоставимы. То есть, представляете, какой-нибудь мясник бы зарезал там 15 человек, и потом решил, съезжу-ка я на отдых. И вот Игорь Николаевич выехал с территории Молдовы, отправился на Афон с младшим сыном. Будет, говорит, молиться за нас, за нашу нормальную жизнь в Молдове. Ну, мы рады, конечно, за него, да, отлично, молодец. Кстати, с тех пор, когда, помните, его родственник один опубликовал фото, где он там, Дадон, отрывается на Мальдивах, там купается, короче, отдыхает по-богатому. Теперь он стал скромнее на Афон. Все время хочу сказать айфон. Не знаю даже почему. Хотя нет, я знаю почему. Да, так вот, там его даже если кто-то сфоткает, он сделает сразу такое, знаете, праведное лицо и скажет, что я в этот момент молюсь за Молдову. Да. Ну, кстати, он перед выборами тоже туда летал, но не помогло. Проиграл выборы. А знаете почему, кстати? Я не помню. Я, по-моему, это еще не рассказывал, эту страшную историю.
расскажу вам сейчас. За день до выборов, когда президентские выборы, когда Дадон проиграл, пролетел как фанера над Парижем, я ехал на машине по центру города. А помните, что Дадон, у него там было, что когда он говорит там типа, что не надо вам этот журавль в небе, Майя Санду, вот выбирайте то, что здесь, на месте. Короче, его тогда прозвали Хулубаш, голубок. Типа вот это наш голубь, которого надо выбрать. Да, так вот, увидел я такую страшную картину на пересечении улицы Колумна и Пушкина, на перекрестке, прямо на перекрестке. Вот я стоял на светофоре, сел голубь, проехала машина и раздавила его просто, ничего от него не осталось, мокрое пятно. Колумна – это улица, на которой находится офис социалистов. Пушкина улица связана с Россией. Символизм зашкаливает просто. Вот такая вот ужасная история произошла. Ну, знаете, как шутки шутками, хотя голубя, конечно, жалко, но вот Дадону ничего не помогло. Однако, очень интересную штуку я увидел сегодня в интернете. Одна шоровская журналистка процитировала другого шоровского политолога, я не назову их имена, и мне, правда, жалко этих людей, потому что, да, я понимаю, что, может быть, они хотели бы быть в другой лодке, но оказались вот в той лодке, как бы в неправильной, которая пойдет на дно. Так вот, и он проанализировал кандидатов, претендентов на пост президента, 3 главных лидеров, и назвал их мессенджи, дескать, вот Санду – это евроинтеграция, Дадон – это национальный такой месседж, и Ирина Влах – это нейтралитет и мир. Опа-раз. Здесь вообще интересно. Дело в том, что ни Влах, ни Дадон до сих пор не заявляли о том, что они будут кандидатами на пост президента. Дадон даже это отрицает. И тут, бац, шоровские эксперты говорят, что вот главные кандидаты практически. Ну, Санду понятно, но еще Влах и Дадон. Вот я реально удивлен. То есть это что уже, получается, уже определено там в каких-то московских кабинетах, так все-таки кто пойдет от всех? И, ну, видите, как оставили и Дадона, и Влах, потому что, конечно, Шор бы не хотел, чтобы Дадон, потому что Дадон, если победит, он перетянет все на себя, и Шор вообще выпадает полностью из этого бизнеса политического. Поэтому, конечно, возможно, Шор делает ставку на Влах, и поэтому его эксперты закидывают эту тему, дескать, вот смотрите, есть Дадон, но есть и Влах, Влах-то как бы, вот, да. Ну, и, кроме того, мы с вами много раз говорили, что в кремлевских кабинетах делают ставку на Влах, и более того, насколько мне известно, пока это уже более 1,5 лет, это их как бы официальный проект главный, на который они делают ставку, который не получается по всем признакам, который что-то вообще как-то не идет ничего, но, судя по всему, они на это очень сильно рассчитывают. Я здесь подчеркну на всякий случай, что, а может быть, Влах об этом даже и не знает, что они на нее рассчитывают. Может быть и такое. Да, но, тем не менее, судя по всему, пока вот так. Может быть, что-то изменится в ближайшие месяцы. Говорят, там в следующем месяце, в мае, будет очень серьезное заседание, где-то там в ФСБ, в Кремле, и будут принимать окончательное решение, так все-таки, кто их кандидат. Потому что в следующем месяце уже будет оставаться меньше полгода, 5 месяцев до выборов, поэтому надо принимать решение. Ну, а сама госпожа Влах, она старается оправдать чьи-то надежды, видимо, потому что делает такие заявления, которые прямо, например, говорит, румынские войска в Молдове – это реальная угроза. Вы знали? Вот да, говорит, реальная угроза. Румынские войска прямо, румынские жандармы наступают, да. Румыния, говорит Влах, уже изменила закон и теперь могут вводить войска в другие страны под предлогом защиты своих граждан. Теперь все зависит от Майи Санду, говорит Влах. Обратится ли она с таким призывом к Румынии? И говорит потом, завершая мысль, недавно я призвала президента Санду дать гарантии, что она откажется от любой эскалации конфликта в Молдове. И как бы завершая цитату, если Санду отмолчится и не даст народу никаких объяснений, то я лично буду считать, что Санду в интересах своих партнеров готовит Молдову к военному сценарию. Вот так. То есть Санду молчит, не обращает внимания на политика, который там что-то про нее говорит. И если она молчит, если она не хочет выйти к народу, сделать большую пресс-конференцию и ответить, Ирина Влах, нет, вы что, ни в коем случае я не введу войска румынские в Молдову. Хотя от нее это и не зависит на самом деле. Не Санду может вводить или выводить войска. Но дело даже не в этом. То есть, естественно, она промолчит. Но Влах уже, естественно, должна сделать выводы, что все, нас готовят к войне. Так этот нарратив мы уже слышим, уже 2 года. Нам его рассказывают все пророссийские силы Молдовы. Да. Вот войск, мы знаем, возможен при условии, что Россия оказывает реальную военную угрозу Молдове. То есть об этом говорили и в Румынии, и во Франции, кстати. Если российские войска будут у границ Молдовы, в Одесской области, тогда сюда могут быть введены для защиты Молдовы войска. Румынские и французские. То есть речь идет только
о защите в случае угрозы, реальной военной угрозы. И тут Влах делает такой прямо мега подарок Путину, говорит: а Санду, дай гарантии, что ты этого не допустишь, что если придут русские, чтобы нас кто-то пришел защищать. Это ж, как можно помешать им нас захватывать? То есть это прямо вот молодец Влах, да, прямо старается, хочет быть действительно, чтобы все потом пророссийские партии топили за нее, если так в Москве прикажут. Да, другой у нас тут тоже проевропеец, такой же, как Влах, Кику, говорит: мы подпишем пакт за Европу. Ну, мы с вами говорили, что сейчас есть предложенный пакт за Европу, который должны подписать все проевропейские силы Молдовы. И как в свое время было сделано в Румынии. Он говорит: да, Кику, ну, он же проевропеец, говорит: да, мы подпишем пакт за Европу, но с условием. Он говорит: один из 4 лидеров этого блока, который сейчас инициировал данный пакт, позвонил мне и спросил, хотим ли мы подписать этот пакт. Он говорит Кику: я запросил текст заявления, и мы внесли в него некоторые правки и отправил его обратно. Он говорит: какие правки? Он говорит: пакт называется «За Европу». Мы предложили переименовать его в пакт «За Молдову», как европейского государства, потому что мы за Республику Молдова, а не за Европу. Попросили исключить оттуда евроатлантическую идею, потому что она пахнет НАТО, что, я думаю, невыгодно Республике Молдова, говорит проевропейский Кику. И предложил, чтобы европейская интеграция была процессом, одобренным народом, а не монополизированным партией или человеком, как это происходит сейчас. И говорит: мы поддерживаем этот пакт, ну, вот с этими замечаниями, которые я упомянул, сказал премьер-министр времен Игоря Додона, из его команды, и он Кику. Короче, говорит: да, мы за пакт, за Европу, конечно, да. Но если в нем не будет то, что он за Европу, если в нем не будет про Европу, если в нем будет то, что это одобрение народа, если Майя Санду там не будет и ПАС там не будет, короче, да, тогда, конечно, да, за Европу, но без Европы. На самом деле для меня все уже окончательно стало очевидно после того, как он начал наезжать на западных послов. То есть это уже, знаете, прям такой проевропеец, что дальше уже некуда. Ну, а теперь он вот хочет подписать пакт за Европу, но чтобы он был не за Европу. Ну, так придумайте свой пакт за Молдову. Я уверен, подпишут там и шаристы, и социалисты, и потомки Штефана, есть такие организации у нас, и гайдуки. То есть все вот эти вот, да, все подпишут, да, потому что вообще идея за Молдову у нас дискредитирована очень сильно, потому что еще лет 15 назад начали разные пророссийские силы спекулировать на этой теме. Типа они государственники, статалисты, они за Молдову, они не за это там вашу Европу. Да, щекуесту, щекувесту. Короче, Кику больше не пытается изображать проевропейца, в общем-то, все с ним понятно. Ну и в пророссийские, кстати, его уже тоже не берут, по многим признакам, как бы выпал и там, и тут. Но он дал интервью тоже на днях и говорит, там были как бы 2 опции перед его партией: поддержать какого-то единого кандидата от оппозиции или идти самим. И говорит: нет, партия решила, идем сами. Кто будет, пока неизвестно, но, говорит, он, как лидер партии, попросит, чтобы поддержали его кандидатуру. Он говорит: есть конкуренты, даже не из партии есть конкуренты. Вот оно как. Ну, не знаю, говорят, что вычеркнули его из списка потенциальных там единых кандидатов, где-то там далеко-далеко на севере, в больших кабинетах, взяли и так прямо жирным фломастером зачеркнули. Ну, с другой стороны, Кику, который был все-таки премьер-министром, он не хочет быть там на потанцовках у Влах там или еще у кого-то, поэтому вот как бы и оказался и не туда, и не сюда. Ну, это, конечно, добьет его партию, потому что в его ситуации и ни туда, ни сюда, это как бы, это вообще никуда. Бывает такое. Да, давайте я гляну еще. Да, есть парочку вопросов и продолжим потом дальше. Возьмите интервью у поехавшего Рожки, хоть поржем. Нет уж, извините, спасибо. Ну, во-первых, он не придет ко мне на интервью. Во-вторых, ну, это что, как бы... Я люблю юмор, и, возможно, бы из этого действительно можно было сделать и ржаку, и, может быть, даже рейтинги, но мы все-таки тут, говнати, говорим про политику и стараемся все-таки продвигать какие-то правильные идеи. Ну, какую правильную идею может продвинуть Рожко? То, что зря у нас отменили принудительное лечение психиатрическое, я считаю, зря. Потому что, нет, ну, конечно, были перегибы, особенно в советское время, когда политиков сажали в дурку. Было такое, сейчас, кстати, в России такое же самое происходит. Но все-таки иногда, в некоторых случаях, мое персональное мнение, некоторым людям надо оказывать помощь, даже если они не хотят этой помощи.
Такую идею мы можем, конечно, продвигать, но я как бы предпочитаю про другие идеи, да. Следующий наш персонаж, которого мы сегодня разбираем, Рената Усатый. Они потребовали, чтобы Центральная избирательная комиссия, я имею в виду его партия, наша партия, называется наша партия, потребовали, чтобы ЦИК отменил отказ в регистрации инициативной группы. Ну, помните, я вам говорил, он хочет провести референдум о досрочных выборах, чтобы народ высказался за досрочные выборы и, соответственно, инициировать эту процедуру. ЦИК им отказал, и вот они сейчас требуют, чтобы ЦИК отменил свой отказ. Представители нашей партии подали в Центральную избирательную комиссию предварительное заявление против отказа в регистрации инициативной группы в поддержку досрочных выборов. Я сейчас не буду разбирать эту инициативу, я уже касался ее много раз, но я хочу сказать, что, знаете, происходят интересные метаморфозы с Ренато Усатым, потому что, ну, был какой-то период, я сейчас попрошу прощения, там у меня опять на камере сбилось, был какой-то период, когда Усатый, он, знаете, был такой, вот, наверное, после выборов, он как-то пропал, и не было его много, при том, что раньше вообще, когда он ворвался в политику, он прямо вот, ну, ворвался, вот именно ворвался, у него рейтинг взлетел как бы за... ну, какой-то очень короткий период, просто очень сильно. И сейчас он продолжает вот играть на некоторых моментах, но меняется сам, очень сильно меняется. И вот даже вот продолжая эту тему досрочных выборов, да, он... Мне даже кажется, что неважно, получится у него, не получится. Скорее всего, не получится, потому что, конечно, ни ЦИК, ни власть этого не даст. Но этим самым он играет на симпатии тех, вот кому прямо вот, знаете, вот, ну, вот все по горло. Прям, ну, есть такая категория граждан, вот протестный электорат, который на самом деле его размер этого протестного электората мы не знаем. Потому что каждый раз там делаются какие-то замеры, там кто-то говорит, что их 10%, кто-то 20%. И вот он как бы играет с ним. Ребята, хотите вот прямо вот сейчас поменяем власть? Они, да, хотим. Вот я ваш. И повторяю, что даже если не получится им сейчас поменять, сделать этот референдум и провести, скорее всего, не получится. Но он зарабатывает очки перед вот этим вот электоратом. Кроме того, он опять сам по себе, по своей риторике радикализировался. Вот кто смотрел его последний лайв, это, ну, на обложке вы видели, на обложке этого видео, которое вот сейчас вы смотрите, я выставил там коллаж, и на этом коллаже он держит фотографию Игоря Додона. И это не как бы не монтаж, это реально я вырезал кусочек из его видео, где он там что-то рассказывает, говорит, вот у меня там Додон вот там, и потом берет из-под стола, его вытаскивает. То есть это тот Рената, которого мы знали 10 лет назад. Это опять вот работа, скажем так, на грани фола. И тогда он был мега популярным, вы помните, да, что какие у него были тогда рейтинги. А вот потом, когда он попытался стать таким более умеренным политиком, как-то он потерялся на фоне всех остальных умеренных. И поэтому вот он опять сейчас играет. Ну и повторяю, что он играет, конечно, на нише самых вот, кто больше всех разочарованы, кто больше всех вот ищут каких-то перемен. Но, знаете, на самом деле на том же поле играет Шор. Но как бы Шор забирает тех, кто там, ну совсем им можно любую дичь сказать, там типа вот Европа зайдет и всех вас геями сделает. Геями, все, нет, ни в коем случае, Илон Миронович. Ну, Усатый он так более чуть-чуть как бы, потому что, видите, он там что про газ, про цены рассказывает. Ну, чтобы понять, что он говорит, надо какое-то минимальное наличие мозга. Поэтому как бы они в этом плане не пересекаются. Но то, что вот это интересный момент, это я еще 5 лет назад говорил, что Усатый это некий феномен на молдавском поле, которого надо еще отдельно изучать, потому что его нестандартное поведение во всех смыслах, оно очень интересно. Ну, короче, похоже, что возвращается крутой пацан, и посмотрим, к чему это все приведет. Да, конечно, годы войны с Додоном и там то, что он когда поддержал Санду, это ему все сказалось. От него отвалилось очень много электората, особенно такой более пророссийский. Но, впрочем, сейчас, например, Санду он критикует очень жестко, что может вернуть ему симпатию тех же самых людей. И главное, что в своем вот этом, знаете, таком стиле он не критикует, вот как, знаете, Кику и Шор критикуют эти, ну, Кику он там неграмотные, тупые, там, Шор там еще жестче, там, ну, не, вот так вот. А Усатый, он как-то заходит с темы разоблачений, там, что-то у него все время какие-то находит, там, вот там правительство здесь что-то украло, вот там спину, вот там этот. Это даже неплохо. Я всегда говорил, что, в принципе, когда кто-то разоблачает с документами, это так должно быть. И это должен делать не только Усатый, это должны делать в первую очередь и СМИ, расследовательские журналисты, и другие политики тоже. Потому что разоблачение коррупции – это то, что Молдове нужно прямо вот очень. Да, что-то много у нас получилось про Усатого. Давайте переходим к проевропейцам. Так, секунду, сейчас я
Есть еще вопрос. Даже парочку вопросов. Добрый вечер. Ваше мнение о картах МИР? Бабушки Гагаузии всполошились. Мое мнение, что... Я рассказывал подробно в одной из передач. Это манипуляция, потому что бабушки, которые не могут выехать из своего села, они не могут этими картами никак воспользоваться. Ближайшая возможность снимать деньги – это на левом берегу Молдовы, там в так называемом Приднестровье. И тот неизвестно, насколько эффективно там работает. Там у одного, по-моему, банка есть эта система платежная. Поэтому, да, вот она будет знать, что у нее на карточке там лежит пару тысяч рублей российских. И вот как это, что это, не совсем понятно, как это все будет работать. Плюс под это берут личные данные. Плюс это, знаете, вот старая фишка Шора, когда первое формирование его партии, знаете, как проходило? Когда они открыли в селах социальные магазины и по карточкам, там, то есть раздавали людям, если ты хочешь покупать в этом магазине, нужно заполнить заявление, отдать свои личные данные и получаешь карточку. И с этой карточкой ты можешь ходить в этот соцмагазин. И фактически приняли через эти карточку к себе их в организацию, в секту. То есть они как бы не заполняли просьбу о вступлении в партию, но по сути уже становились как бы добровольными соратниками, агитаторами и так далее. Вот сейчас повторяют он этот же трюк с этой карточкой МИР российской. Так что... Да. Андрей, вы считаете нормальным то, что я, оплачивая налоги, должен еще суду заплатить, чтобы он рассмотрел мою жалобу? Адвоката дают по уголовным делам. Ну, а вы хотите, представляете, что бы было, если бы по административным делам еще давали адвоката? Послушайте, я по этому вопросу не могу высказаться, потому что я не юрист, и я не понимаю, то есть, насколько эта практика соответствует международным практикам. Может быть, это нормально. Может быть, вот честно, я понятия не имею. Я считаю, что у наших людей, в принципе, менталитет неправильный в том плане, что мы постоянно считаем, что государство нам должно. Оно нам должно дать работу, оно нам должно дать готовый бизнес. Когда у тебя уже есть бизнес, оно должно тебе постоянно давать дотации, как, например, фермерам там, и другим категориям людей. Мы должны выходить на пенсию в 100 лет, то есть наоборот, не в 100 лет, а в 50 лет, и потом, чтобы они нам обеспечили жизнь до 100 лет, здоровье, чтобы мы просто жили в кайф. У меня другой подход, мне ближе подход, как на Западе, где государство создает условия, а люди все сами делают. И я считаю, это более правильный подход, потому что на самом деле эта модель более рабочая. Я думаю, что я вас не смогу сейчас убедить, потому что, судя по всему, вы другого мнения. Ну, как бы окей, у нас свободная страна, можно, чтобы у всех были разные мнения. Вы видели последний ролик Рената Усатова за 30 минут «Трехэтажные маты». Это фишка, вопрос, или общество сегодня потеряло стыд? Это его фишка. Я как раз, наверное, вы написали вопрос раньше, чем я начал говорить, потому что он когда-то на этом заработал себе популярность. Да, есть категория людей, которым политик нужен вот такой. То есть их не устраивает... Это, кстати, проблема многих постсоветских стран. Вот я приводил пример в России. Явлинский, он всегда такой... умный, он всегда такое что-то там рассказывает, какие-то умные вещи, но он никогда никому не нравился. Он говорит, а вот когда Жириновский говорит, я вас... О, наш мужик. Вот Усатый, он примерно в этой нише работает. И работает успешно, потому что, да, есть запрос на такое. Опять-таки, тут нельзя сказать, знаете, что прямо это, ой, это так не по-европейски. Такое есть и в мире. На самом-то деле, кстати, например, тот же Трамп, это почти то же самое. Вот реально. То есть человек, который за словом в карман не лезет, который может и высказаться, и выругаться, и угрожать кому-то. То есть это тренд такой. И в Европе, кстати, тоже многие прорвались к власти, которые вот... Это такой, знаете, популизм с уклоном где-то, наверное, в правую сторону. В правую не в молдавской категории, как типа за Запад, а в правую именно, то есть это, ну, какие-то моменты, связанные с патриотизмом, с традиционализмом, вот такое. Но при этом в таком жестком варианте. Вот Трамп, наверное, это лучше всего коррелируется с тем, что мы видим у нас в Молдове в виде Усатого. Опять-таки, это же значит, что вы должны за него голосовать. Вам не нравится? Вам нравится политик, который всегда в галстуке, который такой, знаете, ну, как обычно, интеллигент в очках и говорит правильные вещи? Ну, есть, наверное, я не знаю, в этот раз, по-моему, никого я таких еще не вижу. Кстати, Санду отчасти такая. Ну, раньше у нас был такой Лянка, появлялся зимой, дал несколько интервью Ульяновский, даже я в какой-то передаче говорил, думал, что он пойдет в политику, но что-то он пропал обратно. Вот тоже такой типаж, вот политика интеллигента, интеллектуала. Насколько это востребовано в Молдове?
не знаю. Ну, да, Санду такой типаж. Я думаю, что она как раз и забрала всю эту площадку тех, кому нужен интеллигентный политик. А остались такие... Ведь Дадон, на самом деле, когда появился Усатый, я очень хорошо видел этот момент. Вот были левые протесты, и врывается в политику Усатый, на сцене выходит, там что-то поет, танцует. Дадон, который до этого он такой был полуинтеллигент, он тоже начинает пытаться быть крутым. Ну, это, конечно, очень смешно выглядело, но да, это такой, кстати, Воронин тоже примерно из этой же категории, тоже мог и выругаться, и все в таком стиле. Андрей Хоц, Этернитати, 40 лет, это очень похоже на намек для ватников, мол, хей, я свой только в овечьей шкуре. Боюсь, что он подпортит сильно планы интеграции в ЕС, его очень грамотно курируют. Ну, я так понимаю, что речь идет про Чебана, сейчас передали мемориал этот воинской сале, который, ну, подождите, он так Интернетати называется или... Да, мне подсказывают, да, это про него. Передали в управление мэрии, и Чебан там обещает навести порядок, красоту и так далее. Я говорил, и я от своих слов по-прежнему пока не отказываюсь, я пока не верю в Чебана проевропейского. То есть и я думаю, что на самом деле из сторонников европейского вектора Молдовы никто в это не верит. И если за него голосовали на выборах мэра, только потому, что не видели каких-то альтернатив. Хотя я, например, за него не голосовал, ни первый раз, ни второй. Поэтому... Тут, знаете, эти вот сигналы ватникам, не ватникам, ему бы подать сигнал европейцам. Вот, кстати, по этой поводу, о которой мы сейчас будем говорить, это хартия проевропейская, вот подпишется он ее или нет? Вот я не знаю, очень сомневаюсь. Более того, я даже сомневаюсь, что ему предложат, кстати. Так что это еще такой вопрос. Да, Чебан сейчас, он как-то немножко, знаете, как стоит, как Ван Дам между двумя грузовиками. А грузовики все разъезжаются и разъезжаются, а он все не может как-то перекинуть ногу ни в ту сторону, ни в эту. У него времени очень мало, остается пару месяцев, так что увидим, никуда он не денется. Да, так вот еще про проевропейцев. Вот это Европейская социал-демократическая партия, это бывшая Демпартия, ее руководство встретились с руководителями блока «Вместе». Ну, я вам на прошлой передаче говорил, что блок «Вместе» состоит из 4 партий. Это платформа «Да», ЛОК, это локальные примары, партия «Перемен» Глигора и КУП Мунтяна. И вот они встретились вместе и провели переговоры. Самое интересное, что шоровские телеги возмущены. И самое смешное, почему они возмущены? Они говорят, так эти же европейские социал-демократы, это же Плохотнюк. Ну, во-первых, нет, это не Плохотнюк. То есть была информация, что якобы он поддерживает некоторые партии, в частности, про Кику было расследование, но с этими у него все там разорвано, поэтому там не осталось никого из его людей, ни Чеботарь, ни Канду, никого там нет, там все были уже другие. Во-вторых, а вот мне интересно, Плохотнюку, если он вообще еще следит за молдавской политикой, ему не обидно, что... люди, работающие на Шорова, пытаются им, Плохотнюком, запачкать кого-то другого. Дескать, смотрите, так это же Плохотнюк, это все, держитесь от него подальше. Не боится Шор, что его друг, а сам Шор утверждал, что они дружат и перезваниваются до сих пор регулярно, спросит его, слушай, а что ты делаешь из меня какое-то чучело? То есть... ты сам такой, а пачкаешь мной. Ну и в-третьих, на самом деле хорошая новость, что эти партии встречаются, потому что не из-за того, что это ПСД, потому что в принципе я вижу, что очень четко формируется на правом фланге новая сила, которая сможет подобрать те голоса, которые отвалились от ПАС. Да, сегодня ПАС теряет голоса. Мы с вами это много раз говорили. И... пожелаем им удачи, пусть они наберут 51% в парламенте. Ну а если не наберут? Мы готовы к тому, что будет 50 с чем-то голосов у пророссийских? Нет, конечно, не готовы. Значит, помимо ПАС должна быть какая-то другая сила, которая подберет, пусть они наберут всего там 7%. Ну, как раз, может быть, эти 7% будут той недостающей частью для того, чтобы держать под контролем парламент, а значит и правительство. Поэтому я считаю, что это очень прекрасно, то, что вот там такое формируется на правом фланге. И, кстати, я надеюсь, что я попытаюсь этих людей позвать к нам в студию по очереди, там, Слусаря, Мунтяна, не знаю, там, кто из них придет, Глигора, захотят, не захотят, по крайней мере, мы им дадим возможность здесь у нас озвучить свои цели, задачи, посмотрим, что они нам расскажут.
Ну, по крайней мере, то есть, говорю, инициатива мне это очень-очень нравится. Вне зависимости от того, какой там в итоге будет союз, из скольких сил и так далее. Пока союз 4. Кстати, Майя Санду пригласила представителей этого блока, они называются теперь вместе, Имприуна, который состоит из 4 партий, пригласила их после того, как они обратились с призывом подписать пакт для Европы, и вот она вызвала их на беседу. Они пришли и потребовали, сказали, что типа, да, будут рады, что она подписала, но она должна убрать из правительства 3 министров. Не сказали, каких именно министров, но вот это было их требование к президенту во время их встречи. Кроме того, блок Имприуна призвал власти прозрачно сообщить о внешней помощи, которая предоставлялась Молдове за последние 3 года, и провести аудит государственных закупок с 2021 по 2023 год под руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я 2 руками поддерживаю про аудит внешней помощи, разобраться, особенно с грантами, особенно с результатами этих грантов, посмотреть, опубликовать публично. Вот организация такая-то получала там в месяц примерно 20, 30, 40 тысяч евро. Где результат этой работы? То есть что это принесло Молдове? Что это принесло народу Молдовы? Мне было бы это очень-очень интересно посмотреть. Да и вообще тут надо масштабный провести аудит, потому что, как мне говорил один специалист по грантам, у нас в прошлые годы, ну, не такие далекие, там 4 года назад, 5 лет назад, у нас некоторые НГО стали миллионерами долларовыми. Вы представляете себе? А где их эффект работы? Вот что-то мы этого не замечаем. То есть как будто их вообще нету, но деньги они зарабатывают, как будто они есть. И поэтому это очень интересно, да, поддерживаю. Нужен очень серьезный аудит. Да, ну, на самом деле, чем больше подпишут этот пакт за Европу, это тем лучше. Это, и кроме того, это тест для всех, кто утверждает, что они проевропейцы, подпиши, докажи, подпиши кровью, как говорят, да. Вот очень жду, как все-таки Чубан на это отреагирует. Ну, от Кику я уже ничего не жду, я там уже сказал, ну и Влах тем более. Да. Спикер, кстати, парламента Игорь Гросу заявил, что ПАС поддерживает этот пакт для Европы, и после того, как тщательно изучат его, сам этот документ, текст, то есть, может быть, предложат какие-то изучения, но, в принципе, готовы подписать. И последний момент, который сегодня хочу обсудить, сейчас, вот есть еще вопросик, а смогут ли перетянуть к себе разные партии? Технократку Гаврилицу, она до войны вроде неплохо справлялась. Справлялась с чем? Она не политик, мы же тут про политику говорим с вами. Она же вроде позиционировала себя как технократ, так вот чего ее тянуть? Если она прямо профессионал такой, то ей в будущем правительстве предложат работу. А в политике технократы, как правило, ничего хорошего не приносят. Здравствуйте, как вы думаете, не станет гагаузский бюджет... Не станет гагаузские бюджетники предателями, если они примут карту МИР? Ну, прямо предателем. Предатель — это все-таки, знаете, тяжелое слово. Я бы не сказал прямо, что предателями, но, конечно, то, что это ненормально принимать эту карту. И более того, я говорил, что это и не совсем законно, потому что эта карта не зарегистрирована в молдавском пространстве, это реально может попасть под статью об отмывании денег. И можно хапнуть уголовное дело. То есть это говорили представители власти, когда еще Шор завез эти карточки из Объединенных Арабских Эмиратов, через которые он хотел платить зарплаты своим людям. И тогда, когда изъяли в аэропорту чемодан с этими карточками, тогда представитель полиции, по-моему, Черноуцан, говорил о том, что это незаконно, что эти карточки не зарегистрированы в Молдове, им пользоваться нельзя. Так что вот так. По поводу еще одной новости, которую я хотел сказать. Экс-прокурор антикоррупции, который вот сейчас вокруг нее очень много скандалов, это Виктория Фортуна, она требует лишить лицензии телеканал «Журнал ТВ» за клевету и распространение лжи. Она заявила, что на этот телеканал неоднократно накладывали штрафы, которые не привели к позитивным изменениям в подаче информации. И чтобы люди понимали, что они защищены от очерняющей и ложной информации, регулятор обязан наказать «Журнал ТВ» таким образом, чтобы мера была максимально эффективной. Честно скажу, даже мне интересно, как эта история пойдет дальше, потому что где-то формально она права, потому что были штрафы, а дальше что? Хотя в целом, конечно, канал правильный, канал дает хорошую, объективную, интересную информацию, сам иногда с удовольствием смотрю некоторые их ток-шоу, особенно когда интересные гости. Хотя вот меня сегодня не удивили
Дело в том, что в зал, куда я хожу немножко там побегать на беговую дорожку, перед нами висят телевизор и там крутят всякую хрень, и в том числе крутят журнал ТВ, потому что без звука нет никакого смысла в том, что вот перед тобой эта картинка, лучше бы они мультик какой-то включили, но окей. Вот идет журнал ТВ, и я поневоле как бы обернувшись лицом туда, смотрю на это, то, что там происходит на экране, бац, реклама Трансойл. Та самая Трансойл, которая, если вбить в поиски на самом сайте Журнал ТВ, там вам выпадет с десяток статей о том, что Важа Джаши, этот хозяин и директор Трансойла, что это человек с плохотнюка, что они там чуть ли не такие страшные вещи вместе творят и творили. И вот мне кто-то может объяснить, это как вообще? Это, то есть, где наши вот эти всякие журналистские организации, всякие независимых прессов там и прочее, где наблюдательный совет, Журнал ТВ? Это так можно было? То есть, вот если бы я, например, здесь показал рекламу какой-то фирмы Шора, это как было бы? Нормально? Я при всем том, что я не уверен, что на самом деле многие вещи, которые они про этого Важу говорили, что это прямо вот все правда. Потому что человек занимается бизнесом, в конце концов, против него нет никаких уголовных дел, его, кроме вот этих вот журналистских наездов, как бы фактуры против него нет. Может быть, он реально не проблема его порекламировать. Но просто я сейчас говорю здесь про лицемерие. То есть если ты мочишь этого человека, показываешь о том, что и потом бах его рекламу, его фирмы, про фирму тоже у них там есть новости негативные. Это как вообще такое может быть? Это как-то немножко удивительно для меня. То есть либо вы его мочите, и тогда не берите от него деньги за рекламу, либо выйдете и скажете: ребята, знаете, мы что-то переборщили. Нормальный на самом деле парень, хороший рекламодатель, нет у нас к нему вопросов. Вот это как бы, я думаю, надо разобраться. Да, я понимаю, что телевидение, когда с кем-то говоришь, там вот, там телевидение то, телевидение сё, и телевидение это уходящая эпоха, то есть я думаю, что максимум еще 10 лет, и в том виде, в котором есть сегодня, телевидение его просто не будет, а может быть даже и быстрее. Люди все больше уходят в интернет, я не знаю никого знакомого, кто бы смотрел телевизор. Мама у меня смотрит иногда, но как бы это то поколение, которое вот, им нужны эти сериалы, там какие-то новости, еще что-то. В селах смотрят, я знаю. Но вот начиная от моего возраста и до детей, по-моему, уже больше никто телевизор не смотрит. Я не помню, когда последний раз дома включали телевизор. И то включали, чтобы посмотреть что-то по Ютубу на большом экране. Поэтому телевидение умирает, но тем не менее, пока оно есть и пока оно оказывает какое-то влияние, наверное, стоит все-таки более как-то к регламентам подходить, следить за тем, чтобы там было все нормально. Хотя, кстати, уже и в интернете пора наводить регламенты, потому что тоже много-много бардака. Так, есть еще вопросик. Андрей Комкредиц, о София пушла раквари чинива дин пештимари, а и Молдове пынала сваршитул анулой. Не думаю. Спрашивают, будет ли кто-то призван к ответственности из больших рыб Молдовы. Кто? Те, кто за границей, они недоступны. Внутри Чубан уже, не знаю, раз 5 заявлял, что его завтра арестуют. Первое заявление было больше года назад. Притом сегодня мне попалось видео, где он говорит, это было, по-моему, год назад ровно, где он говорил о том, что у него 100% информация, что завтра пройдут обыски по 10 адресам и арестуют его, там, его людей, маму, папу, там, не знаю кого, и по-прежнему на свободе. Кто еще? Влах. Тоже, по-моему, там даже и нет фактуры нормальной. То есть, единственное, наверное, гипотетически, кого могли бы арестовать, это Додон, потому что там много уголовных дел, и какое-то из них там в суде уже может выстрелить. Может быть, гипотетическая Гуцул, хотя я ее не считаю Пештимари, это килька, которая просто попала на большую должность. Поэтому, сомневаюсь. Вот мой прогноз скорее нет. Так, как говорится, и запишите. Буду приятно удивлен, если все-таки кого-то наконец-то посадят. Хотя я никому не желаю тюрьмы, это плохое место, но как бы, если так, то так. Да, все, да, мы почти час без 2 минут в эфире. Так, друзья, как я и говорил, на следующей неделе, я надеюсь, у нас будет новый формат
со среды новая передача с одной нашей полюбившейся вам ведущей, которой ее просмотры были очень большие, хорошие, и вот она у нас начнет вести новый проект, и я начну тоже вести новый проект в четверг. Так что вот не пропускайте, подписывайтесь, поддерживайте нас лайками, репостами, ну и, конечно, кто может поддержать финансово, это просто прекрасно будет, потому что мы от вас только и зависим, и на вас только надеемся в плане тех, кто может нам оказать поддержку. Все, хороших вам выходных, отдохните, и в понедельник опять увидимся, будем работать. Пока.